Привет, друзья! Слушайте, аж забавно. Сейчас вот прочитал письмо. Потенциальный клиент просит, вышли мне файл, пожалуйста. Вы поймите, мне его не жалко выслать. Но он же не знает вашего ассортимента. Он не знает тот товар, который хранится у вас на складе. Он не знает те основные средства, столы, стулья, компьютеры, там, мебель и так далее, которые находятся у вас на учете в фирме. Соответственно, чтобы он все это сканировал, считал, туда нужно внести все эти материальные средства для учета. Поэтому сначала посмотрите, пожалуйста, этот видеоролик об изменении программы для учета товара в маленьких магазинах. А после просмотра видео я вам объясню, что необходимо сделать. Я ввел кнопку, которая называется «Чек». Таким образом, теперь каждый раз, когда сканируя, вы можете отдельно видеть каждый чек покупателя и какой ассортимент там был отсканирован. Это дает нам очень много дополнительных возможностей. Первое. Вы можете сохранить тот чек и дать его покупателю. Второе. Вы можете учитывать доход на квадратный метр торговой площади и средний чек. Отсюда вы можете видеть статистику продаж, растет она у вас, падает, как происходят продажи. Дальше вы можете считать АБЦ-анализ, эту статистику и аналитику. И чем больше вы будете накапливать по времени продажи, тем актуальнее и тем вернее у вас будет аналитика продаж. Тем точнее вы можете предсказывать будущие закупки и видеть шлакование полок или магазина в своем складе. Таким образом вы можете ненужное выводить из ассортиментной матрицы, а нужных наименования SKU вводить к себе в матрицу. Это очень важно, потому что если у вас будет находиться на полках товар, который не пользуется спросом, соответственно, у вас будут падать продажи, а расти дебиторская задолженность, за которую вы должны расплатиться со своим поставщиком. Соответственно, у вас объект будет работать очень слабо и не будет отбивать те расходы, которые вы вкладываете в содержание этого магазина. Поэтому посмотрите, пожалуйста, что я ввел. Если у вас будут вопросы, обращайтесь. Готов помочь, готов объяснить. Вперед! Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну вот, вы представьте, что открыли магазин, сели, приводите в рабочее состояние программку. Сейчас у вас будет первый покупатель и, соответственно, у него будет первый чек. Подготовились, курсор поставили в самую первую ячейку рабочую. И вот вы видите, к вам подходит покупатель и хочет купить некую продукцию. Вот вы ее сканируете. Хорошо. Что вы тут видите? Покупатель у вас совершает покупки вот этих наименований. Здесь мы видим штрих-код, здесь мы видим наименование поставщика, который вам этот продукт привез, сколько штук покупатель покупает. И чтобы посмотреть, сколько у него в чеке, идем на лист итоги. Вот у вас первый чек, 5 наименований на 31 рубль 72 копейки. Сегодня 17 число. Хорошо, возвращаемся. Рассчитали этого клиента. Понимаем, что сейчас будет второй покупатель. Нажимаем новый чек. Видите, здесь обозначился второй чек. И вот к вам подходит покупатель, покупает другую продукцию, допустим. И тут он вам, допустим, дает сразу 30 штук органических удобрений по 1 килограмму. Решил у вас закупиться оптом. Чтобы вам 30 штук не сканировать 30 раз, вы спокойненько нажимаете эту кнопочку, возвращаете курсор на рабочую ячейку, один раз сканируете и рукой вбиваете 30 штук. И ввод. Видите, он у вас вбился ввод. Не забываем вернуть в рабочее состояние эту ячейку. Теперь что мы видим на листе итоги? Видите, второй чек. Вот эти 30 штук, которые он купил. Всего вы сегодня продали 39 наименований на 172 рубля 97 копеек. Если мы пойдем на лист сравнения, то все продажи у нас здесь обозначены, как вы видите. Что мы тут можем заметить?
те 30 штук, которые у нас купил покупатель, у вас было на складе 30 штук, он все 30 штук у вас и забрал. У вас по нулям. Был куплен вазон пластмассовый тюльпан, 1 штучка, было 12, 11 осталось. Мир цветов купили 1, было 8, 7 осталось и так далее. Затем мы берем этот лист, переместитель копируем, как новую книгу, создаем копию и сохраняем. Таким образом, у вас этот лист сохраняется как чек для истории. Вы его так вот выделяете, копируете и сохраняете как числовые значения. Эту колонку нужно преобразовать, естественно, в числовой формат. Еще Excel не был готов к этому преобразованию. Вот штрих-код. Вот вы видите, что за 17 число 6 месяца у вас были вот эти продажи. Здесь вы можете написать 17 июня 2021 года. Теперь этот лист вы можете закрывать. Соответственно, на листе сравнения вам нужно остатки обновить. У вас осталось 11 штучек. Здесь ставите 11 штучек. У вас здесь осталось 7. Здесь отражаете 7. То есть остатки, разницу вы должны будете перенести по продажам для следующего дня во входящий остаток следующих суток. И потом все это вы, переходя на лист данные, очищаете. Это очистите. Здесь, когда вы обновите здесь свои остатки, это тоже удаляете, чтобы у вас ничего не было. И закрываете. Сохранить. Дальше, когда вы завтра придете в магазин и начнете торговать, вы вот сюда завтрашний рабочий день числом скопируете. И таким образом лист за листом у вас будет накапливаться статистика по каждому дню. Это вам будет очень необходимо для ведения АБЦ-анализа. Но, как говорится, не сегодняшний вопрос. Сегодня я вам показал просто, как работает обновленный файл с кнопкой чека. Теперь, когда вы посмотрели ролик, я вам хочу сказать, как нужно поступить, чтобы получить этот файл. Для того, чтобы ассортимент, который вы продаете или храните на складе, или который необходимо учитывать у вас в офисе для инвентаризации, вы должны мне его предоставить, и я его внесу в файл. Запрограммирую работу этих ячеек, сниму видео, вы это видео посмотрите. Если вас все устраивает, вы мне оплачиваете 20 евро, я в ответ на эту оплату отправляю вам файл. Вы его ловите, он у вас работает, проверяете, все ли хорошо. Дальше я оставляю за собой обязанность сопровождать вашу работу и обучение вас, как вносить новый ассортимент, потому что к вам же будут приходить новый товар, вы же будете учитывать новую мебель, которую купите для офиса. Соответственно, эти все вещи должны быть отражены в программке. Это тоже я оставляю за своей обязанностью. Таким образом, у нас сложится надежный бизнес-тандем.